Европа пытается по-прежнему диктовать свои подходы на евразийском континенте, пытаются мешать, откровенно вредить естественным процессам взаимодействия между Россией и центральноазиатскими странами, между нами и нашими друзьями в Закавказье. Европа настырно продирается в Черноморский регион, игнорируя имеющуюся организацию Черноморского сотрудничества. То же самое относится и к Арктике. А Европейский Союз до недавнего времени считал себя вполне способным и, главное, имеющим право влезать во все эти процессы и претендовать на главенствующую роль. Сейчас у них этот пыл немножечко поутих, они поостыли, прежде всего в контексте той политики, которую проводит администрация президента Трампа, и которая не ставит на первое место обеспечение интересов безопасности Европы. Есть аналитики, которые говорят, вот сейчас США Европу оставят, предоставят само себе. На Ближнем Востоке они сейчас замеряют, очередная война будет остановлена. Ну и с Россией надо договориться, надо убрать украинскую проблему со стола переговоров. Не моя война, не я ее начал, говорит президент Трамп, она только мешается. Вот мы ее уберем в сторону, и тогда с Россией начнем делать огромное количество взаимовыгодных проектов, что только не называют. И это вслух не говорится, но это подразумевается. Это позволит сосредоточиться, убрав проблемы в Европе, вокруг Украины сложившиеся, и тем самым наладив сотрудничество с Россией, это позволит сконцентрировать все основные усилия на противодействии Китаю. Мы говорили об этом не раз. Нельзя нам впадать в какое-то восторженное восприятие происходящего, что вот президент Трамп поставил европейцев на место, Зеленского поставил на место, требует от них выполнить. Все очень хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока мы еще не там. И переговоры, которые продолжаются, вот второй раунд состоялся в Абу-Даби, ну, там еще большая дистанция впереди. Первопричины никуда не исчезнут, если мы не учтем задачу их ликвидации в любом мирном договоре. Мы к этому готовы, мы уже говорили об этом неоднократно. Президент Трамп публично признал наши интересы в нерасширении НАТО, и это огромный шаг. Никто из западных деятелей больше такого не произнес, а он неоднократно это подтверждал. И, как я уже сказал, вопросы людей, которые живут на землях и которые не согласились с тем, что к власти на Украине в 2014 году пришли неонацисты незаконным путем госпереворота, когда вся Европа наплевала на свои обещания, в очередной раз наврали. Вот. И этих людей только за то, что они отказались принять незаконную власть, их объявили террористами, ну и так далее. Призывали их проваливать в Россию. И без этих двух вопросов ничего не решить. Как ничего не решить и на основе той лукавой линии, которую сейчас пропихивает Европа, и которой Зеленский активно подыгрывает. Самое главное – прекратить страдания людей, чтобы кровь не лилась, немедленное прекращение огня и гарантии безопасности Украине. А там посмотрим. А это что значит? Это значит, прекращается, он говорил, Зеленский, мы на линии остановимся, нынешней линии соприкосновения, но мы ничего признавать не будем. И мы никакие юридические уступки делать не собираемся. Это все наше, просто мы пока временно будем спасать жизни. И параллельно получать дополнительную, резко увеличенную военную помощь на оставшейся территории под лозунгом гарантии безопасности Украины. Британия, Франция, их руководители, Макрон и Стармер,
открыто гордятся вместе с генсеком НАТО Рютте, что там будут развернуты экспедиционные войска интервентов, по большому счету. И будет гарантия автоматическая, что США поддержит их военным путем. Урсула фон дер Ляйен каждый день на каждом углу говорит, что надо стоять с Украиной, потому что Украина защищает европейские ценности. Ну, значит, ваши ценности – это нацизм, русофобия и совершенно беспрецедентное наступление на русский язык. Признание территорий – это тема, которая прямо вытекает из первопричин, потому что территории оказались под российским контролем в связи с тем, что на них пытались создать нам угрозу. И пытались просто истребить людей, которые там всегда жили столетиями. И эти вопросы обсуждаются. Там детали, которые между военными рассматриваются, они, конечно, многогранные, значительные, и там нужно все до мелочей проработать, потому что когда и если, но я надеюсь, когда будет достигнуто урегулирование, когда все-таки Соединенные Штаты заставят свою клиентуру и на Украине, и в Европе вести себя прилично, то механизмы контроля за тем, как это будет выполняться, требуют очень тщательного, в том числе, в первую очередь, по линии военных согласований. Есть контакты, которые по разным каналам пытаются устанавливать некоторые европейские наши соседи. По этим каналам, ну вот, честно сказать, ничего нового по сравнению с тем, что они говорят публично, соответствующие страны, к нам не поступает. Президент уже сказал, мы на Украине ведем специальную военную операцию. Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это совершенно ни к чему. И если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовится к войне против нас, реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент сказал, это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет. Поэтому я надеюсь, там сейчас вот все больше и больше здравых голосов звучит, но Европа, конечно, в растерзанном состоянии. Гренландия показала, насколько зыбок тот вот образ солидарности, взаимовыручки, взаимопонимания, который создавался вот вокруг и НАТО, и Евросоюза.